я тебе говорю, вот эти вот склады. Но там такая точность, что охренеть. Спутниковые снимки, когда показали, так, я не знаю, на какой высоте там летают эти спутники, но качество разрешения фотографий просто охеренно. Я смотрел дома, когда вот они целые все были, да, так там, ну, понятно, дом, ты видишь общую черту, а ты его увеличиваешь фотографию, там видно, ну, не подъезд этот, козырек на крыльце, какой, блин. Ну, охренеть, так, если бы рядом человек стоял, и его было видно. Так это то, что нам показывают, не показывают в полном разрешении, все, когда это, что там видят военные. Но я удивился с того, что нет разрывов мимо вот этих складов. Понимаешь? Вот чем так могли попасть, прям точно, блин. Ну, не говорят же, не раскрывают, правильно делают. Но шедеврально. Просто это, там такая территория. Там же что-то вот в Торецке эвакуировали полностью город аж за 60 километров. И в Торецке ни в одном доме не осталось. Не то, что столько там и рамы повылетали. Я не знаю, какое там наследие. Это. А у того, что в Сибири, так у него это там, они где-то там с отцом, отец работал с ними, они потом туда уехали. Но они очень хорошо то ли дружили, то ли это прям как родня, и вот они созванивались. Что это? Что вывезли за 60 километров, эвакуировали весь город. А она мне пила, подожди. Самое главное. Там, где был рассказ про это, Зай, про пшеницу, там про дома строим, зарплаты платим, пенсии платим, а вы там все, что туда побираете, ну, Зеленский все там побирает, заходит, и вы потом будете расплачиваться. Это мы одни, дрючим 58 стран НАТО, которые нас не могут победить. А я им пишу, так перечисли 58 стран НАТО, и где ты с ними воюешь? 32 страны НАТО, я знаю. Откуда 50? Раньше было 54, сейчас 58. Вот, Присоединяются вот же, уровень поэтому интеллекта, 58. понимаешь? Уровень интеллекта. Она откуда? С Волгограда. И прямо с Волгограда? Кошмар, это кошмар. А Хрущевка, ну вот эта фото, ну она ж, понимаешь, ну лоханулась с платежкой, там где квартиры метры, лоханулась с квартирой, когда показала свою кухню, вот эту Хрущевку, лоханулась с газом, ну, уровень, все, понимаешь, это. Там понятно, она мама чья-то, бабушка туда-сюда, но уровень. А работает она? Да, но с ее слов, она частный предприниматель, у нее магазин, и она платит людям зарплату. Ну, я так понимаю, это киоск, в лучшем случае. 2 морозильных камеры там стоит. Все. Ну, если это даже правда, и то сомнения терзай. Ну, понимаешь, ну какой муж, когда прописано в квартире одна, а муж где был? Ну, может, сожитель, если есть. У нас с тобой какие-то фотки, как-то проскакивают, то ты, то я, там, ну хоть где-то когда-то вместе. Ну что-то как-то движение, там же... Да уже нечего показывать, поэтому, Да. поэтому и стягивают. А вот это ж бесит, понимаешь, и поэтому их не то что бесит, они не верят, что так может быть. Понимаешь? Вот, Как бы мы с тобой не фотографировались, они все равно не верят. То, что человек на зарплату может купить 2 этих iPhone. Вот, и вот они просто не То, верят. что ты можешь поехать и скупиться, блин, в 2 раза больше, чем у них месячная зарплата. Ты один раз купляешься на накупе продуктов, понимаешь? Вот это там, ну, я не хочу сказать, что там все такие, но основная масса. Нам же было высчитано как? Что такое средний класс? Это какое-то научное определение, когда человек за 20 лет в ипотеку сам выплачивает 25 квадратных метров. Сам на свою зарплату может, да,
Вот это считается почему-то как-то норм, я не знаю детали его. Это считается уровень среднего класса. Почему-то как-то такие критерии. А там же тот их профессор Академии наук, рано-то, как же еще, Матулин, нормально, в прямом эфире, на этом, на какой-то, я его несколько передач смотрел, ну, я вообще удивляюсь, как его еще не закрыли. Он говорит, а у нас 75%, он не сказал нищие, ну, потому что это унизительно, он сказал бедные, они не могут себе это позволить. То есть нам это, ну, так у них сейчас ипотека 21%. Это пипец. Тут вот 5-6 считаешь, это круто, дорого, блин, годовых, а там 21. Так зарплаты-то не сравнить. Ну, какие-то продукты больше, хорошо, бензину не дешевле, там, это, там, может, сигареты, водка, это, ну, так это же вещи первой необходимости. Мурод у них там подвинут сейчас это. А вот 2004 года видео сейчас я там опубликовал в Фейсбуке, не видел это. Они же к 2020 году обещали, что Да, смотрела. зарплата будет 2700 баксов. А сейчас не у всех 270. Ну вот это ж, который там подружка его в магазине работает, 2 через 2, они там работают 2 через 2. По 12 часов, 2 дня работают, 2 дня. 22 тысячи рублей зарплата. Это 220 евро. Вот месяц. Охренеть, блин. Я не представляю. Я в башке не укладывается просто. И вот это, понимаешь, вот это все для победы, затянем пояса, враг у ворот, вот это вот дебильный, вот, создай, если не хочешь решать проблемы внутри страны, создай проблему снаружи. Все, и вот они теперь сплотились, враг у ворот стоит, мы это, бля, когда вы жить будете, уроды? С такими богатствами, как у них, понятно, Россия там не первая по нефти, не первая по газу, далеко, там Венесуэла там вообще зашкаливает, да? Но то количество природных ресурсов, которые у них есть, нет ни в одной стране мира. Там чего-то больше, чего-то меньше, но в общем объеме, бляха-муха, они по золотому асфальту валят. Это ж Немцов, когда у него нефть была 8 или 10, он говорил, я мечтал, чтобы была там 18. И когда он это говорил, она уже была 30, там 30, но он уже не был в правительстве. А тут она была, ну, максимальная цена была 140. Ты представляешь, тебе деньги в бюджет какие идут, блин, с продажи нефти? Это ж вообще... Это... А из бюджета деньги идут не туда просто. Да, так понятно, яхты, дворцы, все это. А, теперь смотри, вот это же вот природные ресурсы, это своего рода и счастье, и проклятие одновременно. Те страны, которые это понимают, и понимают, что эти природные ресурсы, они же не вещи, ну чего-то много, допустим, у тебя, чего-то мало, да? Они вот эти вот доходы, помимо того, что в этот, как его, инвестируют в это, тут же еще, знаешь, какой прикол? Если тебе все время нужно инвестировать в разработку новых месторождений, если ты останавливаешь это, у тебя эти месторождения иссякают, и все, и ты катишься в пропасть. Поэтому все время нужно инвестировать в это. Плюс такие доходы инвестируются во все что-то другое, где может получать, что-то построить, что-то это, производство какое-то, курорт, я не знаю, все что угодно. Потому что завтра это закончится, и все. Если бы они это делали, они бы могли бы обогнать все страны мира, вместе взятые, наверное, по ВВП и так далее. Плюс все хотели бы с ними дружить, потому что уровень страны такой, и они могли бы делать как в Дубае. Там родился ребенок, 20 тысяч на счет, иммигранты работают, местные не работают и так далее, и так далее. И все бы хотели с ними, потому что это ж там же заработки. Ну, как обычно, люди едут туда, там, где заработки. Почему на севера раньше ездили? Так, вот там Боря, когда был на северах, вот он посчитал за год, сколько они заработали, и по плотности золота он перевел его в это, какую это плита. И там получилось что-то
метр на метр или 3 на метр, и там что-то 46 сантиметров всего лишь высотой, да, ну, совсем небольшой кусок золота. Вот, но снабжение там было по запчастям, по всему без этого, как, вообще без проблем. И вот это вот все золото, что там добывалось, куда оно шло в Москву. Регионы получают херню.